said anywhere. Привет, с вами IG Daily. Сегодня у нас на тесте Ford Kuga гибрид PHEV 2023 модельного года. И я расскажу, почему эта машина самая лучшая в своем классе и в принципе самый лучший автомобиль за свои деньги до 50 тысяч евро. Здесь у нас стоит 2,5-литровый атмосферный двигатель. Как вы можете здесь видеть, мотор цепной, и поэтому он не делает абсолютно своему хозяину никаких проблем. Также здесь отсутствует какой-либо ремень генератора или еще чего-то. Генератора здесь также нет. Он стоит вместе в блоке в коробке передач. Коробка передач здесь вариаторная. Но Ford пошел немножко другим путем, и они сделали коробку передач, которая симулирует переключение передач, что делает езду комфортной на автобане либо по загородным трассам. Например, нет такого, как в Приусе, либо в RAV4 с гибридной установкой, когда вы нажимаете газ, и она в принципе никуда не разгоняется. Они здесь эту проблему решили. Здесь мы видим инвертор, все эти высоковольтные провода и все остальное. Двигатель здесь вместе с электрической установкой имеет 225 лошадиных сил. Разгон до сотки 9 секунд, что вполне достаточно. И в принципе очень достойный автомобиль едет. Одного из минусов всего этого — это максимальная скорость, которая составляет 201 км в час. И больше автомобиль не едет. Также мы здесь видим два контура охлаждения. Один контур охлаждения для двигателя и один для инвертора. И, конечно же, в чем плюс всей этой установки, что если вы не заряжаете автомобиль, средний расход в районе 6,5 литров. И что делает езду на нем в ночное время суток супер комфортным, это, конечно же, эти адаптив LED фары, которые могут вырезать встречный автомобиль, которые вырезает впереди едущий автомобиль на дальнем свете. Это очень крутая функция в этом автомобиле, которая мне нравится больше всего. Багажник здесь имеет электропривод, закрывается, открывается с кнопки, либо с пульта. Багажник здесь, я не знаю сколько литров, и в принципе не знаю, кто это придумал, зачем мерить багажник в литрах. Я не собираюсь сюда не заливать никакую воду. В принципе здесь помещается ящик или даже два с водой и коляска. И он очень большой, и в принципе все помещается, раскладывается в ровный пол. Здесь, если мы откроем, здесь у нас будет, здесь не лежит запасное колесо, для этого сделана специальная жидкость, которую можно насосом закачать сюда этим электрическим, и если у вас прокол колеса, это все клеится, и больше здесь в принципе ничего у нас нет. Посмотрим салон. Итак, начнем с заднего ряда. Что одним движением руки сложить задний ряд сидений, и, как я уже сказал, получается почти ровный пол, и таким же движением можете его вернуть и выставлять наклон задней спинки. В принципе, этого нет даже в некоторых BMW, чтобы вы выставляли заднюю спинку. Что мне очень нравится, и что в принципе во всех премиум марках есть только за подписку. Либо год бесплатный, потом вы подписываетесь. Здесь же у вас есть... Вы можете открыть-закрыть машину и стартовать ее прямо из дома. Неважно, на каком расстоянии вы находитесь от автомобиля. То есть зимой она будет греться, причем она включает сама руль, она включает сама подогрев сидений зимой, и она включает теплую температуру. И это все она делает сама, просто вам ничего не надо сделать. Вам надо лишь включить бегунок этот, и все включится. Зимой же, летом же наоборот. Она будет охлаждать вам все кондиционером. Здесь у нас, в принципе, видно, почему и чем Ford может делать такие хорошие цены на автомобили. Здесь нет вообще никаких кожаных материалов. Все, что вы здесь видите, это все искусственная кожа, искусственная алькантара. Здесь все это пластик, но пластик здесь, он мягкий. Здесь очень все приятное на ощупь. Здесь тоже мягкое. Здесь приятное рифленое. Руль, он тоже
Он не пластмассовый и он не кожаный. Она называется эко-кожа по сегодняшнему времени. И она очень удобная. И вот эта перфорация, у вас руки от нее не потеют. Единственное, что потеет в этом автомобиле, это, конечно, ваша спина. Потому что здесь из-за того, что этот материал, он тоже искусственная алькантара, он не пропускает воздух. И летом, когда очень жарко, хотя работает кондиционер и работает он прекрасно, у вас начинает потеть спина, если, в принципе, сильно жарко. Ну, зимой никаких проблем с этим нету, зато она очень удобная на ощупь и очень приятная. Что мне поначалу не то что не нравилось, что меня удивило в этом автомобиле, это рычаг переключения передач. Конечно, самый кринжовый рычаг переключения передач это на Мерседесах, который вот здесь переключается. Потом, который переключается лесенкой. Потом все остальные. И даже на, которые я считаю самым удобным, это на японцах. Вот этот маленький их пиптик, который переключает вперед-назад, он на Приусе стоит, на Аурисе стоит и на RAV4. Ну, все. Я его считал самым удобным, пока я не сел на вот такую крутилку. Это супер удобно, я никогда не ожидал, что это будет настолько удобно. На руле есть все функции, которые вам необходимы. Здесь есть автоматические доводчики стекол на всех окнах. Здесь мы можем увидеть также панорамную крышу. Панорамная крыша, эта опция стоила, кстати, 3000 евро. Здесь у нас есть head-up дисплей, который выезжает. И он показывает вам скорость, навигацию и все остальное. Им я не пользуюсь, потому что мне в принципе не нравится, когда что-то мелькает у меня перед глазами. Автоматический климат, двухзонный он. Можно выставлять каждый свою зону. Сзади есть ветродуечки тоже такие. Здесь очень много мест для ваших всяких вещей. Здесь можно ставить бутылки. Здесь есть индукционная зарядка. USB-C и обычный USB для зарядки. Из минусов здесь CarPlay, который работает только по проводу. Но друзья китайцы уже решили эту проблему. За 20 евро можно купить специальный блочок, который будет через Bluetooth к CarPlay подключаться. Я этого не сделал, потому что это для меня не сильно так и важно. Я бы хотел показать здесь немножко дисплей, который радует меня до сих пор. Видите дисплей? Я сейчас буду менять режимы. Сейчас у нас режим нормальный стоит. Мы сейчас поставили режим эко. Смотрите, меняется анимация под каждый режим. Я поставлю сейчас другой режим. Был эко, сейчас будет спорт. О, завелся мотор автоматически. Сейчас все переключается, будет в красных шкалах. Тоже очень круто. Я такого в принципе нигде не видел. Было там в меню, которое у вас подсветка меняется, еще что-то. Но чтобы единично было у всех анимация. Зима, посмотрите, замерзает. И все будет в таких голубых тонах. Потом будет снег и песок. Ассистент, выключилась стабилизация. И обратно нормальный режим. Так, если мы здесь посмотрим, здесь показывается 99 литров, это потому что машина стоит. Можно здесь посмотреть, на данный момент показывает 6,7 литра. Но это мы в последнее время ездим на короткие расстояния, скажем так, 958 рабочих часов, средний расход 6,7 литра. Напоминаю, что это 2,5 мотор, который я в принципе не заряжаю. Но почему я его не заряжаю, я расскажу в дороге. Итак, сейчас мы будем ехать задом. Посмотрим на качество камеры. Камера превосходного качества, не как на Siemens 0,3 мегапикселя снятый. Кстати, здесь есть из плюсов то, что если вы задом сдаете и кто-то будет перпендикулярно вам ехать, то будет тоже пикать, оно все распознает. И также есть камера наперед и с разными углами обзора есть, что тоже не на всех автомобилях присутствует. Порадует меломанов реально, так это Bang & Olufsen система, которая насчитывает 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и сабвуфер. Играет просто превосходно. Я сейчас могу быстренько просто показать, как она играет. Главное, чтобы YouTube по музыке не заблокировал нас. Вот, играет, в общем, очень круто. Басы просто превосходные.
высокие частоты тоже супер отыгрывают. В общем, меломанам точно понравится. Это тоже было в этом пакете ST-Line X. Так, сейчас поставил навигацию через CarPlay. Работает всегда без всяких нареканий. Никогда не зависает, не подвисает. В этом плане, конечно, Ford молодцы. Все допилили здесь до совершенства практически. Почему же не заряжают этот автомобиль? Ну, во-первых, потому что сама батарея здесь 14,5 киловатт. А заряжать вы можете максимум с 5 киловаттами. То есть, чтобы зарядить эти 15 киловатт, вам надо минимум 3 часа. Ну, за 3 часа мне никогда не выходило ее полностью зарядить, всегда получалось больше. Если вы на эти 15 киловаттах, вы можете проехать примерно в городе 88 километров. Если вы за городом, то, в принципе, в районе 50. Что мне не нравится, конечно же, как она использует эти километры. Она, в принципе, будет сначала использовать ваши электрические километры, а потом будет переключаться на обычный гибрид, да, когда у вас сначала ваш двигатель внутреннего сгорания работает и будет между собой переключаться туда и обратно для того, чтобы экономить вам топливо. И это, конечно, что мне очень не нравится. Ну и, в принципе, нам негде заряжать, у нас нету частного дома, где я бы мог просто розетку кинуть. И мы ездим так, и она в режиме обычного гибрида, в режиме, так сказать, как работает Prius, как RAV4 и все остальное. Конкретно этот вариант со всеми скидками получился нам в 41 тысячу евро. Вообще эти машины стартуют от 35 тысяч евро. Это у нас ST-Line X, так называемый. Есть Vignale версия. Ну, в Vignale есть хром. Я не хотел здесь хрома. Здесь у нас вообще нет никакого, в принципе, хрома снаружи. Что мне очень нравится, что меня очень радует. Как я уже сказал, средний расход в районе 6,5 литра. Если вы ездите на короткие расстояния, то может быть немножко больше. Сейчас вот показывает 6,7. Здесь также показывается давление в колесах и все остальное. Сейчас у нас вот расход 6,4 литра. Это уже за эту поездку, за последние 4,5 минуты. Мы всегда ездим, путешествуем в этом автомобиле. Здесь, в принципе, очень много места. И никто себя не ущемляет здесь. Что мне очень нравится, для детей удобно, это панорамная крыша. Конечно, в панорамной крыше, кто ездил, знает, что есть свои минусы в этом. Летом, конечно, приходится ее закрывать, потому что солнце нагревает очень сильно салон, хотя она притонированная немного. Но все равно это огромный кайф, когда это есть. Это очень светло. Если едете зимой в горах, видно через эту крышу горы, видно лес, заснеженные вершины деревьев. Невероятная красота. Же отличает этот автомобиль от, например, японских автомобилей, в которых не так много функций. Это, конечно же, контроль и удержание в полосе. И, в принципе, можно сказать, автономный автопилот. Да? Если мы сейчас едем 80 км в час, я выставляю, я, в принципе, могу убрать руки с руля. Видите? Она рулит сама. Она будет держать расстояние к впереди едущему автомобилю. Если я поворачиваю поворотником, она будет дальше набирать свою скорость. Обратно здесь вот загорелся руль и зеленые две полоски. Это опять загорелось удержание в полосе. Мы едем сейчас в туннеле, не знаю, будет видно. Я опять не держусь за руки, не держусь за ноги. Машина сама едет. Надо всегда каждые там 3-4 секунды дергать руль, скажем так. Ну, из-за безопасности. Это было так прописано в правилах дорожного движения, что пока автопилот он не может полноценно в Европе ездить самостоятельно. И вот опять, вот мы крутой поворот проезжаем, на стройке она распознает все линии, и все распознает и сама едет, видите? Это мне очень нравится. Конечно же, оно работает не совсем идеально, и пока работу водителя она не заменяет полноценно, но оно очень помогает в дальних поездках. Как мы видим, пока мы едем 80 км в час, расход упал до 5,9 литра. Если мы говорим за цену, то, конечно же, конкурентов на самом деле у этого автомобиля в принципе нет.
Единственное, кого я могу рассмотреть как конкурента, это, конечно же, японцы, но они все равно стоят больше 50 тысяч евро. В 22-23 это уже вторая генерация, техническая вторая генерация этого автомобиля, но первый рестайл. И они здесь различные косяки убрали, немножко переделали заднюю подвеску. Также они убрали проблемы со сцеплением, которые были на предыдущей модели, которая начинала почему-то греметь. Они все эти косяки, конечно же, убрали. Ford очень много копирует у японцев. Например, 2.5 мотор, это, в принципе, почти точная копия мотора RAV4, который тоже имеет двигатель 2,5 литра. У них, у Форда, также есть Mondeo, который является полной копией Prius. Там тоже по той же схеме, там также под задним сиденьем стоит его батарея. И они пошли по пути Японии, и поэтому эта машина очень качественная. Она в нашем владении уже 3-й год. Мы проехали на данный момент 42 тысячи. За 42 тысячи у нас сломалась только датчик противодавления, так как здесь стоит тоже так называемый auto-particle фильтр или бензиновый сажевый фильтр. И в нем есть датчик дифференцированного давления. И он вышел из строя. Конечно же, его поменяли по гарантии. Ну и, в принципе, различные отзывные компании по поводу софта несколько раз его обновляли. Но, в принципе, машина, мы в ней были уже и в жарких странах, плюс 40, и минус 20 мы в ней были, она всегда показывает себя отлично. Эта машина у нас в лизинге. И лизинг я брал по очень выгодным условиям, как я уже сказал, была почти скидка в районе там 10 тысяч евро на нее. Лизинг нам обходится в месяц из-за того, что мы внесли свои 2000, плюс была от города, от Германии специальная акция, когда они внесли свои 4500. Поэтому лизинг нам обходится в 235 евро. В этот лизинг включены все сервисы, вообще больше ничего не надо платить. За эта машина обходится с 2,5 литровым мотором, но гибрид, налог на нее 36 евро, как на Prius, либо как на электрический автомобиль. Также, что очень меня не радует, да, в этом плане, из-за того, что это лизинг, нам надо всегда брать полная каска. И полная каска, когда я начинал 3 года назад, стоила 55 евро. Сейчас мы платим в районе 80. Конечно, это очень неприятно, если человек много ездит, там от километража тоже это рассчитывается. И не совсем это, конечно, приятно. Но в остальном это суперский автомобиль, как я уже сказал. Мы его брали с учетом на то, что мы его выкупили, но вылезла другая проблема, а проблема заключается в том, что эти машины по непонятной лично мне причине сильно падают в цене. Если эта машина 3 года назад стоила 40, то сегодня рыночная цена вот с небольшим пробегом 50 тысяч в районе 27 тысяч. Я видел машины, которые с пробегом 220 тысяч, 270, их можно уже купить за 15. И это причина, почему мы этот автомобиль, к сожалению, к моему огорчению, не будем выкупать. Тема лизинга, конечно, в Германии очень распространена, и все больше и больше людей берет лизинг. Конечно, цены разнятся, в принципе, от машины к машине. Но за хороший автомобиль вам придется сегодня заплатить в районе 350 евро и выше. В зависимости от того, сколько стоит машина, примерно вам надо будет платить за нее 1% в месяц. Конечно, будет вам дорого страховка, потому что должна быть полная каска. Очень выгодно брать, если у вас открыто какое-либо ЧП, ИП, индивидуальный предприниматель, тогда вы здесь будете для Gewerbe. Здесь очень выгодные тарифы, и также они не долгосрочные, то есть каждые полгода-год вам можно будет менять без взноса первоначального. Обычно взнос минимальный 1000 евро, это в принципе за доставку автомобиля в автосалон, с которого вы будете забирать по какой-то причине, но почти у всех надо будет заплатить эти деньги.
это будет, как я уже сказал, в районе 1000 евро. У кого-то 2, у кого-то 3. И если вы предприниматель, конечно, может его и не быть. На сегодняшний день я мониторил из хороших вариантов. Mitsubishi Eclipse Cross есть. В районе будет стоить 190-230 евро. Это тоже плагин гибрид, который можно с розетки заряжать. Единственное, что мне не нравится в этом автомобиле, у него нет вот этого дигитального тахометра здесь. Такой же маленький экран, который уже сегодня не так популярный. В общем, есть свои минусы в этом автомобиле. Ну и другие автомобили, такие как Tiguan, Mercedes или еще что-нибудь. Там, конечно, цена будет выше 400 евро в месяц для приватного человека, для обычного. Поэтому тут такой вопрос, конечно, что вы хотите. Вы, если будете проплачивать месяц, возьмете этот лизинг на 3 года, заплатите там 16-17 тысяч евро за него, и автомобиль потом не будет ваш, вам нужно будет его отдать обратно, вам ничего не надо будет доплачивать. Просто вы его отдаете, и все, вы его брали как бы в аренду, и вы его отдаете. Либо вы его выкупаете. Просто вычитаются эти деньги, которые вы уже заплатили, и тогда вы получите автомобиль, если вы его выкупаете. Конечно, есть и тут свои нюансы, потому что надо быть аккуратным с лизингом и брать, и спрашивать, за чей счет будут делаться все сервисы. Потому что сервисы — это конкретное обдиралово, и сервиса ниже 350-400 евро я вообще не видел ни на одну марку. То есть вам надо рассчитывать, если у вас будет год, например, каждый год надо делать сервис, то вы минусуете из своего бюджета в районе 500 евро на сервисы, где, в принципе, кроме замены масла и там вычитать по УБД ошибки ничего нету. Да, они будут посмотрят у вас, это новая машина, там смотреть не надо ничего, там все супер будет. Также, когда вы будете сдавать машину, чем меньше у вас лизинг, то есть полгода-год, тем более идеальная должна автомобиль быть. Если вы будете сдавать уже после 3 лет, они уже, конечно, будут закрывать глаза, и это так называемые Gebrauchsspuren, которые, вы не можете, там всякие различные сколики, различные маленькие вмятинки и все остальное, это после 3 лет нормально. Также они будут мерить профиль резины и все остальное. И если у вас что-либо будет стукнуто или поцарапано, какая-то вмятина, есть 2 пути решения. Либо вам ваш дилер говорит, да, мы за эту вмятину с вас возьмем там 200-300 евро и так далее. Либо вы обращаетесь в свою страховку и будете это делать через страховку. Конечно же, за каждое повреждение вам надо открывать новую страховку, скажем так, новый случай. И за каждый случай, если у нас, например, полукаска это 150 евро, полная каска 300, то есть за каждый случай, вот там у нас есть одна вмятина, которую автосалон сказал мне больше, чем надо, то я заплачу 300 евро, другую вмятину еще 300 евро, и неважно, сколько она будет стоить, но на самом деле это будет все равно вам дешевле, чем отдавать в покраску, потому что тут цены просто сумасшедшие на покраску, на рихтовку и все остальное, просто космос. Поэтому тема интересная, но есть свои нюансы, есть свои минусы и плюсы, но вы всегда ездите на новом автомобиле. Хотя у меня было очень много автомобилей, у меня было и хорошие машины, и плохие, которые меня расстраивали и радовали, но это самый топовый автомобиль за свои деньги и самый лучший автомобиль, который у меня был, я вам говорю от чистого сердца. Я всем советую. Если вы рассматриваете бюджет сегодня, я говорю сегодня за 2022 год, 2023 год, машину, которая с пробегом до 100 тысяч вы можете взять в районе 25-27 тысяч. Если вы смотрите, например, Lexus NX, Lexus RX, которые, в принципе, могли бы быть как гибриды конкурентами, либо Toyota RAV4, они всегда будут дороже. Но по качеству я не могу сказать, что плохое качество у этого автомобиля. Там, в принципе, можно делать продление гарантии до 5 лет на этот автомобиль. И, по-моему, до 160 тысяч у них гарантия на батарею будет. Но поскольку я почитал форумы, я уже 3 года езжу на этом автомобиле, то я не видел никаких проблем, чтобы
какие-то большие были проблемы у кого-либо. И поэтому я вам советую эту машину для того, к покупке прежде всего, потому что она дешевая, в принципе, в обслуживании, потому что здесь меняешь, по сути, только масло в моторе. Масло в коробке здесь не обслуживаемое. Ну, они все так говорят, да, конечно, надо менять его когда-нибудь, вам будет там после 100 тысяч, можно будет в коробке масло поменять. Обслуживание каждые 5 лет вам надо в инверторе поменять охлаждающие жидкости, ну, соответственно, мотор, соответственно, как и во всех электрических автомобилях, вам надо будет иногда очистить задние тормоза, которые меньше работают и образуется налет ржавчины на задних тормозных дисках. Надо разобрать, просто там все почистить, обратно собрать. В принципе, например, на Тесле это делается каждый год. На Форде таких предписаний нет. Ни по каким стандартам, ни по каким сервисам это не делается. Но если вы хотите, чтобы это все хорошо и долго ездило, конечно же, это надо делать. Потому что у нас была Toyota Auris гибридная. Первые тормоза на этой машине сделал я на 170 тысячах. Первые тормоза, потому что они из-за рекуперации, они не используются. Вот мы сейчас едем со скоростью 120 км в час на, в принципе, так называемом автопилоте. Расход у нас показывает 6,1 литра, что я считаю достойным для этого автомобиля. Сейчас я покажу ее максимальную скорость, и мы будем переходить все-таки к выводам и к плюсам, и к минусам этого автомобиля. Мы выехали на неограниченный автобан, и сейчас мы проверим, сколько же все же едет этот автомобиль, максимальная скорость какая у него. В принципе, набирает, как вы видите, очень бодро, уже 170 км в час. Если вдруг меня полиция будет смотреть, это не гонка с самим собой, я просто еду по автобану, и это нормальная скорость для меня на автобане. Я не гоняюсь сам собой, я не гоняюсь с кем-либо, я просто еду. Итак, вот мы едем со скоростью 195 км в час, 196, 198, 201, 202. И это максимальная скорость на этом автомобиле. Больше 202 она не разгоняется. Но это с горочки, может там сейчас 203 будет. При этом расход мгновенный показывает 7,9 литров, что очень тоже приемлемо. Я много раз ездил так. Обратно мы скидываем до обратных значений скорость. В принципе, комфортная скорость для меня лично по немецким автобанам и, в принципе, для автомобилей этого или других, и по расходу топлива или еще что-нибудь, по 130 км в час. Мы включаем обратно режим эко, на котором я езжу, потому что у него больше тогда рекуперации происходит. 130 км в час. Я опять ставлю режим автопилота. Загорелись две зеленые линии. И мы едем в комфорте, в тишине. Будет дальше падать наш расход топлива. Кстати, нам уже надо будет сейчас съезжать. Итак, что я могу сказать по минусам этого автомобиля? По минусам этого автомобиля я хочу отметить все-таки довольно неудобные сиденья, и в которых очень жарко спине и пятой точке, из-за того, что они неудачно подобрали материалы. Именно здесь надо было им сделать какой-нибудь текстиль обычный. И тогда бы они скорее бы выиграли, чем в этом случае проиграли. Дальше есть, например, определенные материалы, где, когда я пылесошу здесь салон и насадкой пылесоса, и от нее оставались царапины, потому что там прям жесткий пластик, дешевый, прям чувствуется это. Здесь на руле за 40 тысяч километров начал облазить такой soft touch, который я, в принципе, уже давно ни на каких автомобилях не видел, потому что все уже марки поняли, что этот soft touch, он все-таки не очень подходит для тех мест, где вы постоянно, хотя он был придуман для этого, да, но он из-за этого, из-за различных, что сюда вода попадает, солнце, еще что-то, он всегда будет отслаиваться, отдираться, так и в этом случае здесь есть небольшая точечка. Также, что поскольку мы с женой иногда я езжу, иногда она, обычно я езжу, здесь нет памяти сидений. Память сидений есть на другой комплектации, на комплектации Vignale, но, как я уже сказал, мне не нравятся там диски, мне не нравится там хромовый пакет, который вы обязательно должны взять.
Также, как плюс, как и минус, я могу отметить подогрев стекла. Подогрев стекла здесь такими тоненькими нитками. Я уже, конечно, к этому привык. Я очень его не хотел брать из-за того, что я не люблю, когда мне что-либо мешает моему обзору. Но Ford сделал по-другому. Он сказал: вы берете подогрев сидения? Я говорю: беру. Тогда у нас вместе с этим есть подогрев стекла. Других комплектаций у нас, в принципе, нет и не будет никогда. Ну и пришлось, конечно же, брать полный, это называется зимний пакет. Это был подогрев руля, подогрев стекла и подогрев сидений. В принципе, за эти деньги редко кто предлагает это. Но, в принципе, корейцы сейчас на даже бюджетных различных Kia Rio и всем остальном предлагают уже подогрев руля. Здесь он тоже есть. И здесь он полностью вам обогревает руль. И это все классно работает. Нагревает он очень быстро. Еще из минусов. Здесь есть 3 режима работы сидений. Вот честно, за 3 года я сомневаюсь, что эти 3 режима как-то отличаются друг от друга. По-моему, они просто жарят по полной программе. И вы включаете эти все режимы, и получается так, что они как-то там работают. Мы в этом году поехали в горы, и первый раз за много лет я застрял на автомобиле. И один из минусов, кстати, у этого автомобиля, что у него нет имитаций блокировок никаких. И, в принципе, машина довольно тяжелая из-за батареи. И мы просто встали на не сильно глубоком сне. И просто одно колесо болталось, грубо говоря, другое что-то гребло. И пришлось людям выталкивать машину из этого снега. И да, мы поехали. Из минусов я также считаю, что низкая скорость зарядки. Из-за того, что здесь только 5 киловатт влазит. И батарея сама по себе небольшая, 15-киловаттная, поэтому лично для меня нет никакого смысла бегать по зарядкам, ставить ее на зарядку, выдумывать что-то, платить там деньги, чтобы она мне за 3 часа зарядилась на 50 километров. Но я считаю, это вообще несерьезно. Поэтому я ее использую только в гибридном варианте, когда она сама себя заряжает. Кстати, мы когда с гор спускались, с Альп, бывало такое, что на рекуперации заряжало 11 километров электрически. Здесь оно показывает, сколько у вас есть запас хода на электричестве и так далее и тому подобное. Что из плюсов, как я уже сказал, здесь бак 45 литров. Всегда оно, когда падает в резерв, это примерно влазит в районе 35 литров. На 35 литров вы проедете минимум 660 километров. Это минимум. Сейчас показывает 1/3 бака. И запас хода у нас еще показывает 204 километра. Вот что мне очень нравится, это запас хода, это расход топлива, и в среднем, и вообще она очень экономичный автомобиль. Из минусов это, наверное, все. Это честно мое мнение по поводу минусов. Ну, конечно же, можно было больше максимальную скорость, но это скорее не минус, это уже такая хотелка, хотя 200 км в час это, в принципе, достаточно. Перейдем к плюсам. В плюсах я считаю экономичность, очень дешевый налог на этот автомобиль, крутая мультимедиа и вот этот наш дисплей, который полностью как маленький телевизор у вас, и по качеству он намного лучше, и он больше, чем, к примеру, у Volkswagen. Volkswagen только буквально в позапрошлом году выпустил свою PHEV-версию, которую можно еще розеткой заряжать. Как я уже сказал, Ford выпускается с 21-го, по-моему, года, и уже они намного раньше выпустили, и уже все косяки, которые у них были в начальных версиях, они уже сегодня исправили. Да. Освещение. Здесь автоматический адаптивный LED. Я еще таких крутых фар, честно сказать, не видел. Я ездил на Мерседесах, и на Audi, и на BMW мы ездили. Такого классного света даже не было у них. Я не ездил, да, на премиальной А8. Хотя нет, вру, ездили мы на премиальной А8. И у нее свет тоже вырезался, но он все равно был не такой четкий и классный, как здесь. В долгосрочной перспективе по поводу обслуживания вам не надо будет часто менять тормоза, потому что они не расходуются. Здесь практически единственное, что, возможно, надо будет чистить. Вам надо менять только каждый год. Тут также стоит интеллигентный датчик
который показывает, насколько у вас выработано масло в двигателе, и он показывает, вот у вас там осталось, там, например, 3% масла, поменяйте. Ты берешь и меняешь масло, и все. Масло самое обычное, там, которое сейчас модное, 0В20, 5В30, все сюда подходит, никаких вопросов. Как я уже сказал, цепной мотор, никакие цепи не растягиваются, никакие поршня на 200 тысячах или на 150 не начинает тарабанить, потому что засосало ваш катализатор в цилиндры или еще что-нибудь. Этих проблем никаких у этого автомобиля нету. Также нет никаких проблем с растяжением какой-либо цепи на вариаторе, ничего этого нету, работает прекрасно, никаких вообще вопросов, нюансов и так далее. Есть имитация переключения передач на автобане, то есть оно как нормальная коробка, там едешь, она бам-бам-бам-бам и поехали. И очень комфортно, на 200 мы только что ездили, не сильно шумно, она не орет, разгоняется, динамика очень хорошая. Да, многие скажут, 9 секунд, наверное, медленно. Но я так не считаю, я считаю это за плюс. Это очень динамичная машина для своего веса, для своего класса, для своего размера. В принципе, очень достойно она едет, повороты она достойно проходит и так далее. Довольно информативные тормоза здесь, я тоже это отнесу к плюсу, очень хорошо машина тормозит, тормоза не нагреваются, потому что еще задействована всегда и двигатель, и электрическая рекуперация, хорошо, все это работает. Большой багажник. Я также могу отметить панорамную крышу, которую также можно, например, здесь открыть, и она будет открываться у вас. И у вас почти будет кабриолет, что тоже не может не радовать. Это последние свои обзоры я снимал на мотоциклах, это было очень много лет назад. Я немного, как всегда, волнуюсь. Надо обратно влиться в эту колею, чтобы снимать обзоры. Ставьте лайки и пишите в комментариях, если вы хотите, чтобы мы дальше снимали обзоры, потому что я могу заморочиться, ездить по автосалонам, брать на тесты автомобилей, мы будем их снимать. Но пишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях. Поэтому спасибо большое за то, что досмотрели до сюда, до этого момента. И всем пока!